Внимание! Уберите от экранов детей, беременных женщин и людей слишком впечатлительных. Это не шутка. Дальше будет показан шокирующий графический контент. Ну что, поехали. Значит, привезли мне друзья из России в подарок. Вот такие сигареты. То есть русский стиль. Парадонтос. Содержит системные яды, канцерогенные и мутагенные вещества. То есть даже не знаю, что вам сказать, если вы спросите, а что это за друзья привозят такое вот в подарок. Давайте вот будем смотреть, как российские власти бескомпромиссно, вот просто без всяких вариантов, вот парадонтос и точка. К примеру, американские сигареты. Этот продукт может содержать химические вещества и никотин. По данным штата Калифорния, могут быть повреждения при рождении и репродуктивной функции. По данным штата Калифорния. Наверное, другие штаты не в курсе вообще совершенно. Так, давайте переходить к другим. Вот, слепота. Опять все полностью бескомпромиссно. Слепота и точка. Без всяких может быть, не может быть, как вот у американских сигарет. А конкретно слепота и все. И это даже не предупреждение. Это похоже на инструкцию. То есть взяли, покурили и все. И фактически все, ослепли. Так, берем другие. Что у нас тут? Гангрена. Все вот так вот. Гангрена и все. Взял в руки и фактически в группе риска. Так что вот подумайте насчет бросать курить. Кстати, у меня там в подсказках и в конечной заставке будут ссылки на продукты, которые помогут вам бросить курить, если вы задумались после такого. Если вы не задумались, давайте продолжим немного дальше. Так, вот у нас инфаркт. Конкретно инфаркт и все. Взял в руку, вызывай скорую помощь. Даже не думай, сразу вызывай. Яды, канцерогены, мутагены и прочее. Написано импорт. Ну, не знаю, куда импортируются российские сигареты. Возможно, с Московской области на Дальний Восток импорт. Там, наверное, кто живет, им виднее. Расстояния такие, это как с Америки в Австралию. Так, что у нас дальше? Тоже сигареты Гараж. Гараж Классик. А это у нас Гараж Тюнинг. То есть хороший такой перевод. Гараж Тюнинг. Здесь у нас полностью слепота. Тоже содержит яды и прочее. То есть фактически какой-то продукт такой полностью ядовитый. Желание хранить его только где-то в сейфе, закрыв на 3 ключа, чтобы случайно мимо не пройти, а то что-нибудь случится. Так, пойдем дальше. Здесь у нас папиросы, богатырь. Ну, кто знает, что такое папиросы, тот знает. Вот, кто не знает, тот не знает. Была такая пачка Беломор. Раньше до различных навигаторов по ней некоторые пользовались как дорожной картой. Так, у нас следующее идет. Тоже папиросы богатырь. Тоже грозят инфарктом. То есть конкретно, бескомпромиссно, вот так вот российские власти делают. Все, инфаркт. И точка, можешь ехать в больницу. Можешь вызывать немедленно скорую помощь, как только взял в руки. Вот папиросы почему-то все грозят инфарктом без всяких вариантов. Вот только инфаркт. И все, и других вариантов нету. Так. Здесь у нас сигареты Винсент.
Luxury American Blend. Ну, не знаю, откуда здесь американский бленд. Сигареты российские. Сигарилос российские. Сделаны они у нас. Эдинбург, Великобритания. Да. Вот эти грозят сразу инсультом. Как бы сказали в России, англичанка гадит. И что у нас там еще возникает? Вот такая вот импотенция на сигаретах Ричардс. Видите, как в России полностью без всяких рассусоливаний, там может быть, не может, могут нанести вред, не могут нанести вам вред. Конкретно и точно. Инфаркт, страшные картинки, инсульт, импотенция и так далее. Напомню, что у меня там в подсказках есть ссылки на товары Amazon, которые помогут вам бросить курить. Также в конечной заставке будет видео, я снимал ранее, по поводу средства, которое сам лично использовал для как бы бросания курения и снижения зависимости. Если вы думаете, что на этом все, это еще не все. Видите телефон? Мало того, что инсульт, вы можете позвонить и узнать подробнее о последствиях. Видите, телефон горячей линии. Вам по телефону не только покажут всякие картинки, но и расскажут. Телефону наверняка это горячая линия ФСБ, КГБ. И я не удивлюсь, если утром придут вам в 6 утра офицеры и спросят: товарищ, ты когда бросишь курить, чтобы не портить здоровье Родины? Вот так вот. Так что вот, берите, звоните, а лучше не звоните, пока рука Кремля не дотянулась. Так вот. Вот. Не успел видео снять, уже звонок идет. Даже трубку не буду брать. Непонятно, кто звонит. Все, сброшу звонок. И вам тоже не советую никакие звонки брать от незнакомых людей. Так что бросайте курить. Смотрите вот о вреде всех этих продуктов. Вот еще раз прямо все вам картинки. Вот американскую уберу, сигареты. Вот вам все картинки страшные. Осмотрите, задумывайтесь, начинайте заниматься своим здоровьем. То есть полностью всем, давайте вот крупным планом вам еще раз покажу. Вот инфаркт, слепота, инсульт, инфаркт и прочее. И задумайтесь о том, как бросить курить и заняться полностью своим здоровьем. Потому что все это на самом деле не шутки. Но обратите внимание на все эти бескомпромиссные вот отношения менталитета Запада, да, и России. Что здесь как приказ звучит: инфаркт, гангрена, гараж. А в Америке может быть, может не быть, мы вас предупредили. Здесь все конкретно, без всяких компромиссов. Мало того, что предупредили, вот вам еще линия горячего звонка. Звоните и так далее. Еще бы добавили, что если вы не позвоните, уголовная ответственность за нарушение заботы о своем здоровье. Пишите в комментариях, если в ваших странах такие предупреждения. Что вы вообще думаете? И как, на ваш взгляд, вот такая подача, в отличие от американской, вот такая подача заботы о здоровье и всех этих страшных картинок. Интересно ваше мнение. И появилось ли у вас желание бросить курить после этого видео? Так что делитесь с друзьями, подписывайтесь, пишите комментарии, что вы думаете. И заходите еще раз по ссылкам, смотрите, выбирайте
на Амазоне проверенный товар, который поможет вам бросить курить, если вы все-таки на все настроились. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Пишите комментарии, постараюсь всем ответить.